Что чувствует и как реагирует нарцисс, когда жертва его разлюбила. То есть нужно разобрать эту ситуацию для того, чтобы понимать, что происходит, чего вам нужно ждать, если вы понимаете, что вот вы находитесь в отношениях с нарциссом. Вы чувствуете, что между вами как-то тепла уже слишком мало, слишком много какой-то боли. И вот к чему готовиться, как он будет себя вести. Меня часто спрашивают или даже иногда упрекают, а почему вы всегда описываете ситуации, где мужчина нарцисс, а женщина, это жертва нарцисса. Почему не может быть наоборот? Наоборот, может быть. Наоборот, так бывает. Но я же не могу, понимаете, когда я описываю эти ситуации, говорить о двух каких-то абстрактных бесполых существах. Одно существо нарцисса, второе рядом с ним его жертва. Мне нужно как-то брать что-то более практичное, поскольку я психиатр, психотерапевт, практик. И я следую за интересом, за тем, о чем чаще спрашивают. А чаще все-таки я получаю вопросы от женщин, которые находятся в отношениях с нарциссом. И именно поэтому, а не потому, что мужчин-нарциссов как-то значительно больше, или что все нарциссы это только мужчины, не поэтому, а потому что я чаще интерес вижу со стороны женщин, которые спрашивают, что делать, когда я нахожусь в отношениях с нарциссом. Именно поэтому я говорю о мужчинах-нарциссах и о женщинах, которые находятся рядом с ними в отношениях. Итак, сегодня мы с вами разберем, что же происходит с нарциссом, когда он чувствует, что его женщина его разлюбила, что он чувствует, как он будет себе реагировать, к чему быть готовым. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, и сегодня мы с вами разберем, собственно, что происходит, каков механизм того, что происходит в голове у нарцисса, когда его жертва начинает как-то отдаляться от него, чтобы понимать, чем это вам чревато. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Итак, давайте прежде всего разберем, что происходит в условно таких здоровых отношениях, когда мужчина и женщина друг друга любят, тут женщина разлюбила мужчину, что чувствует мужчина? Во-первых, он может чувствовать какую-то тревогу, потому что не совсем понятно, что происходит, какая-то меняется вся ситуация в наших отношениях, непонятно, куда это еще выльется. Он может чувствовать грусть, печаль, тоску, такие эмоции, связанные с тем, что я человека люблю, а он меня вроде как меньше любит и отдаляется. И может быть какая-то вторичная злость. Я злюсь на себя, на нее, на каких-то третьих лиц, на детей, на сотрудников, потому что что-то меняется, я не могу понять, в чем дело, такое раздражение какое-то. Что же происходит с мужчиной-нарциссом, когда его женщина его разлюбила? Для нарцисса женщина, жертва нарцисса, это источник нарциссического ресурса. Она мной восхищается, она меня поддерживает, она меня выслушивает, она мне дает все то внимание, которое мне необходимо. Я для нее такой маленький локальный бог. То есть я свою эту идею грандиозности реализую в отношениях с ней. Если она начинает отдаляться, я из этого грандиозного бога начинаю куда-то туда сваливаться в ничтожность. Потому что у нарцисса нет того ощущения какой-то реальности, реальной своей самооценки. Он либо грандиозен, либо ничтожен. У него такие две крайности. Поэтому в ситуации, когда нарцисс понимает, что его женщина его разлюбила, он чувствует потерю контроля, он чувствует, что она больше ему не подчиняется, что она больше ему не поклоняется. И также у него есть опасения, что она может его разоблачить. Потому что любой нарцисс, как бы он ни старался этот красивый такой яркий фасад выстраивать, показывать, какой он такой классный, идеальный, у него, не знаю, все статусные вещи, статусные знакомства, он такой какой-то искрометно умный, остроумный и так далее, он чувствует какой-то в себе такую базовую неокейность. Он чувствует, что есть какое-то внутреннее какое-то ощущение своей неполноценности, что я здесь как будто бы нахожусь не по праву, я здесь как будто бы вместо кого-то нахожусь, я не должен здесь находиться. Это чувство недолюбленности детской, оно всю жизнь с нарциссом есть, что я какой-то, что-то во мне не так. И когда он видит, что женщина от него отдаляется его, которая вчера вроде бы, как ему казалось, просто боготворит его, он начинает думать, что, наверное, она увидела во мне тут гнильцу какую-то, она увидела во мне что-то такое нехорошее, соответственно, он чувствует себя еще, что сейчас раз она это увидела, она же может это как-то всем показать, и, наверное, все остальные тоже видят, какой я неокейный, все заглянули, так сказать, за кулисы моего такой яркого такого фасада, и все видят, какой я маленький, ничтожный, такой ничего не умеющий, ничего не знающий, не заслуживающий любви, такой недолюбленный ребенок. Как нарцисс в такой ситуации будет реагировать? Первое, что он может сделать, он может постараться игнорировать, не замечать эту женщину, отдаляться таким образом, как будто бы стараясь перехватить инициативу. То есть, когда нарцисс замечает, что женщина вроде бы как отдаляется, ему нужно более ярко начать от нее отдаляться, чтобы как будто бы показать, что это вообще-то я тебя бросаю, это я ухожу из отношений. Возможно, чтобы как-то спровоцировать ее, как-то догонять его. Предположим, мужчина и женщина живут вместе, женщина как-то начинает понимать, что ей с мужчиной не нравится проводить столько времени, как раньше, она начинает заниматься какими-то своими делами, и он перестает с ней разговаривать, просто ее как-то игнорирует, не знаю, постоянно где-то пропадает. Естественно, что у нее возникают
возникают какие-то тревожные мысли, а что с ним происходит? Но все-таки мы с ним как-то вместе живем, у нас какой-то есть общий там быт, общая история, там, возможно, общая работа, дети, еще чего-то, что происходит. То есть таким образом, как будто бы он старается вернуть себе внимание, но только уже не за счет любви, как это было раньше, когда женщина его любила, и он получал это внимание, а за счет того, что ведет себя неадекватно, непонятно, непредсказуемо, и, соответственно, это как-то вызывает вот такую какую-то тревогу, тревожный интерес, что же с ним происходит. То есть первое, что может сделать нарцисс, это уйти в такой неглект, то есть он вот не замечает, не разговаривает с женщиной, старается как-то куда-то пропадать, просто чтобы таким образом как будто бы привлечь к себе интерес. Вторая вещь, которую нарцисс может постараться сделать, это максимально обесценить и утилизировать эту женщину. Для чего? Чтобы вот то, что она как будто бы от меня уходит, как-то она меня отвергает, чтобы это стало незначимым. То есть, когда вот мужчины говорят, что куда ты денешься, ты кроме меня никому не нужна, ты без меня не сможешь, вот эти вот, все, что ты делала, не имеет значения, ты никто, где я тебя нашел вообще, ты никому не нужна, твоя это какая-то работа, это какое-то хобби, а не работа. То есть, попытки как-то обесценить, это попытки нарцисса, как будто бы быстро перейти на стадию обесценивания и утилизации, чтобы выйти из этих отношений, как будто бы это я вот тебя бросаю, не ты уходишь, не ты меня разлюбила, а я вообще-то тебя бросил. То есть, когда нарцисс чувствует, что женщина отдаляется, если это такой грандиозный нарцисс, это был такой серьезный укол в его самолюбие, то есть он чувствует, что она больше не считает меня своим таким домашним богом, она больше не поклоняется мне, она больше мне не подчиняется, я больше не могу ее контролировать. В таком случае нужно просто ее настолько обесценить, что ты настолько ничтожна, что ты не можешь на меня вообще влиять. Я просто тебя отвергаю, а не ты меня отверг. Для грандиозного нарцисса это единственный способ, такой очень вычурный, исковерканный, уродливый, выйти из ситуации так, чтобы как-то сохранить лицо. Если мы говорим о скрытом нарциссе или нарциссическое расстройство личности уязвимый тип, это по-другому называется, то такие люди обычно нарциссический ресурс, это внимание от своей жертвы получают через нытье, жалобы, манипуляцию виной и жалостью. То есть все плохо, жизнь меня как-то, не знаю, ко мне несправедлива, на работе меня не ценят, никто меня не ценит, я только стараюсь, никто меня не уважает. Вот это то, что обычно скрытые нарциссы, основная их такая трансляция. Когда такой мужчина видит, что его женщина оставляет, это для него как будто бы подтверждение того, что я как будто бы не заслуживаю любви. Меня мама с папой в детстве не любили, и я какой-то был вроде не заслуживающий любви, как мне кажется. И она сейчас от меня так отдаляется, значит, она еще раз подтверждает, что я не заслуживаю любви. Он чувствует себя очень плохо в такой ситуации. Но если он начинает раскручивать эту идею в том плане, что ты же предательница, ты, наверное, к кому-то другому уходишь, наверное, ты мне изменяешь, там какие-то идеи ревности, тогда получается, что это не я не заслуживаю любви и я плохой, а ты плохая, потому что ты изменница. Ты плохая, потому что ты предательница. Ты от меня уходишь, потому что ты такой человек, ты такой гнилой, ты бросаешь такого человека, как я, который нуждается в какой-то поддержке и любви, а ты меня бросаешь, такая жестокая, значит ты плохая. То есть получается не я плохой, а ты плохой. Таким способом нарцисс как-то может немножко избавиться от этих своих страданий, связанных с тем, что теряет очередные отношения. Если вы находитесь в отношениях с нарциссом, вы понимаете, что хотите выйти из этих отношений, но не знаете, как это сделать, у меня есть курс про отношения, там где один из блоков прямо посвящен тому, как безопасно, экологично выйти максимально здорово из отношений с нарциссом, которые тебя разрушают, чтобы потом это как-то не оставляло каких-то последствий. Для того, чтобы посмотреть подробную информацию об этом курсе и записаться, если вам понравится, ссылка есть в описании под видео. Также, если вы понимаете, что у вас есть какая-то проблема личная в отношениях, в том числе с нарциссом, которую вы не можете разобрать. Вы пересмотрели видео, перечитали статьи, не знаю, ходили на какие-то там тренинги, но как-то вам нужно индивидуальный такой подход, чтобы в личном формате так рассмотреть. Можете записаться ко мне на личную консультацию. Опять же, под каждым видео у меня на канале есть ссылки на мои соцсети. Пишите в личном сообщении, мы с вами договоримся, посмотрим, что там необходимо. Разовая консультация, какая-то краткосрочная терапия или долгосрочная терапия. Разберемся. Тут надо понимать, что неразрешимых проблем по сути не существует. Неразрешимые проблемы — это проблемы, которые ты не решаешь. Она есть, а ты ждешь, пока само все пройдет. Бывает, что проходит, бывает, что не проходит. Если начать с этим работать, то это гораздо эффективнее решает любую проблему. Поэтому обращайтесь, не стесняйтесь, пишите, я всем отвечаю. Мне будет очень интересно, если вы поделитесь собственным опытом, если была такая ситуация, как в этом видео, когда вы находитесь в отношениях с нарциссом, вы его как-то разлюбили, начинаете как-то от него отдаляться, и он начинает как-то реагировать, опишите, как он реагировал. Старался ли он как-то вас, не знаю, вернуть какой-то, может, изливал на вас нарциссический гнев, может, как-то старался как-то угрожать, или, не знаю, может, как-то через жалость подходил. Напишите, как это было в вашем случае, я буду очень благодарен вам, если вы как-то поделитесь своим опытом, это будет очень важно. Если вам это видео понравилось, ставьте лайк, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня, берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.